Всем привет! Сегодня я поделюсь необычной идеей, как можно приготовить торт сердца. И наполним этот тортик снежным воздушным муссом. Если вам интересно, смотрите дальше. Чтобы приготовить форму для торта, я буду использовать воздушный шарик. Вот такой обычный шарик я залила желатиновой массой и приготовила молд-форму для будущего торта. Я оставлю ссылку в описании, где я подробно показываю, как работать с этой желатиновой массой. Единственное отличие от того видео, если мы используем воздушный шарик, то массу мы не можем ставить в холодильник. Нам надо, чтобы желатин застывал при комнатной температуре. Я взяла большое блюдо, налила примерно 1,5 сантиметра желатиновой смеси, поставила в морозилку, чтобы быстро схватилось. Потом налила еще один не толстый слой желатиновой массы, тоже примерно 1 сантиметр, и поставила туда шарик, чтобы он как бы приклеился, чтобы он не всплывал, когда буду наливать следующий слой желатиновой массы. И не ставила в холодильник, а оставила при комнатной температуре. Это потому, что шарик в холодильнике немного раздувается, становится более такой мягкий. Если мы используем любой другой элемент, который не меняет форму, мы можем ставить и в морозилку, и в холодильник. Сама идея уже необычная, использовать воздушный шарик. Поэтому, да, чтобы желатиновая смесь вместе с шариком застывала, мы держим при комнатной температуре. Поэтому я заливала постепенно, слой за слоем, не сразу всю смесь, тогда шарик всплывет и у нас ничего не получится. Сам процесс не сложный, если уже иметь в виду вот эти все мелочи. Чтобы достать шарик из желатиновой смеси, я просто сделала надрез, сдула воздух, достала шарик. Шоколад я обязательно темперирую и наливаю в форму и распределяю. Где, может, шоколад сам не дотекал, там можно взять кисточку и помогать ему растекаться по всем углам, по всем местам. Слой шоколада я налила довольно толстый, чтобы наверняка все получилось. Потом поставила в холодильник, чтобы все это быстро застыло. И видите, мне никак аккуратно не достать шоколад из желатиновой смеси, так как вокруг неподвижное блюдо. Поэтому я с ножом просто срезала бока желатиновой смеси. И когда дошла до половины, тогда уже шоколад сам отсоединился. Поэтому в идеале, конечно, перед тем, как наливать шоколад в эту форму, просто эту желатиновую смесь достать из этого блюда и тогда наливать шоколад. Но если вы не планируете готовить повторно, тогда можно просто срезать с ножом, отрезать все лишнее, достать шоколадную заготовку, все без проблем получается. И уже получается довольно интересная заготовка, форма сердечко. Шоколадную заготовку ставим в сторонку и готовим очень нежный воздушный ягодный мусс. Отмеряем нужное количество пюре ягод. Тут у меня лесные ягоды.
Можно взять любые другие ягоды. Отмеряем в отдельных чашах сливки, яичный белок. Замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. В ковшик наливаем воду, добавляем сахар и варим сироп до 120-121 градуса. Параллельно взбиваем белок до мягких воздушных пиков. Когда сироп достиг 121 градуса, непрерывно взбивая белок, вливаем сироп и продолжаем взбивать до воздушности. Потом растапливаем желатин и, взбивая белок, добавляем растопленный желатин. Если желатин вы подогрели слишком теплый, можно немного подождать, чтобы желатин остыл, чтобы он был при максимум 35 градусов. И тогда вливаем в белок, чтобы белок не осел. Продолжаем взбивать белки желатином до такого теплого состояния, когда они уже остыли. Добавляем белковую смесь к ягодному пюре. Если у вас свежие ягоды, я советую перебить блендером, пропустить через сито, подогреть до примерно 80 градусов, остудить, чтобы они были едва теплые, и тогда вводить белки. Венчиком в 2-3 этапа я вмешала белки в ягодное пюре. Получается однородная масса. В конце добавляем взбитые сливки до мягких пиков. И опять венчиком аккуратно перемешиваем. В конце прохожусь лопаткой. Мусс получается однородный, не рыхлый. Нету отдельно никаких частей, только однородная масса, однородный мусс. Беру шоколадную форму, заготовку, и туда наливаю часть мусса. Сколько, какой слой наливать, это уже по вашему желанию. Но скажу так, этот мусс очень нежный, очень воздушный, вкусный. Поэтому к этому муссу я советую совсем тонкий слой бисквита, так как мусс, он прям вот такой сам по себе уже полноценный вкус и много дополнительных добавок не требует. Я поставила слой шоколадного бисквита и потом думала, добавлю еще немного конфи клубника-малина. Если использовать какие-нибудь не кислые ягоды, к примеру, клубнику, тогда в начинку можно добавить наоборот, что-то кисленькое. И в конце еще добавила слой бисквита медовик. Первый вариант – это как украсить торт. Я прошлась вначале розовым красителем, потом блестящим красителем. Но мне не понравился результат, так как можно видеть не только красивые углубления от шарика, но также еще всякие неровности, места, где образовались пустоты, пузыри. Все мелкие неровности можно было видеть в отпечатке на шоколадном сердце. Поэтому я начала думать, как украсить так, чтобы торт оставался как бы со своим этим рельефом, но в то же время спрятать то, что мне не нравилось. И я покрыла торт с нейтральной глазурью из краскопульта. Нейтральную глазурь подогрела до 70 градусов и с краскопультом нанесла на холодный торт. Торт поставила в морозилку примерно на 20 минут и покрыла с нейтральной глазурью. И вот получился вот такой интересный тортик. Можно видеть отпечаток от шариков, в то же время спрятались все некрасивые пустоты. Ну, конечно, торт не получился глянцевый, как с зеркальной глазурью, а с такими мелкими, как крупинками, так как нейтральная глазурь на пектине,
она сразу, как прикасается с тортом, застывает. Получилось как бы довольно красиво, но не идеально. И я в итоге торт просто покрыла пищевым золотом. Пищевое золото разбавила водкой и с бутылочкой распылитель просто нанесла на этот торт, который уже покрыт нейтральной глазурью. И получился эффектный, золотой, очень красивый торт. Этот вариант, который уже покрытый золотом, мне понравился больше всего. Конечно, также можно использовать обычную зеркальную глазурь и наносить из краскопульта. Но в тот момент у меня не была подготовленная глазурь, а чтобы приготовить глазурь, ее еще надо стабилизировать в холодильнике как минимум 10 часов. Я как бы не хотела ждать, поэтому я готовила нейтральную глазурь, сразу ее использовала. Вот такой экспериментный тортик получился. Чтобы разрезать любой торт, пирожное, у которого корпус из шоколада, это не будет то же самое, как разрезать обычный муссовый торт. Но в то же время для меня это не проблема. Мусс настолько нежный, воздушный, что даже визуально видно вот эти мелкие пузыри. Просто шикарный мусс для любителей, очень такого нежного, воздушного. Кому не нравятся жирные, сладкие начинки, этот мусс прям вот идеальный. Кому нравятся эксперименты, вы можете порадовать, удивить близких с такой необычной самодельной формой торта. В целом приготовить такую необычную форму не сложно. Сложно было мне, так как я взяла какую-то идею и выполняла ее впервые. Сталкивалась с какими-то такими мелочами, пришлось переделать, так как первый вариант не сработал с холодильником. И если уже иметь в виду все эти детали, весь этот процесс пойдет без проблем. В итоге получается оригинальный тортик. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. В этом видео я не показала, как я покрывала торт с нейтральной глазурью, золотом, разбавленной водкой. Это я обязательно сниму в отдельном видео, поделюсь рецептом нейтральной глазури. Также обязательно будет и другие разные рецепты, видео, эксперименты. Все со временем. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!